И у меня был замечательный сценарий, которому я должен был следовать. And it was absolutely painful. И выступление мое было очень для меня болезненным. If I dropped out one word, I would panic and have to go back and start again, and it was just awful. Если я только одно слово из этого своего сценария пропускал, я начинал очень сильно нервничать, терял мысль свою, было просто ужасно. A little while after that, I went to another event in the United States. Некоторое время спустя я выступал на другом мероприятии уже в Америке. That was hosted by Mr. Richard Brooke, and the company was his company, OxyFresh. И это выступление было организовано господином Ричардом Бруком для его компании OxyFresh. And Saturday night they had an awards banquet with recognition for advancement. И в субботу у них был банкет, награждение, признание всех тех, кто добились успеха. And then Richard came up to the front of the room and sat in one of those tall director's chairs. И после этого Ричард вышел на сцену и уселся на сцене на одном из этих больших директорских стульев, режиссерских стульев, высокие стулья со спинкой. And he addressed the audience by saying, "What do you want to know?" И он обратился к аудитории с вопросом: «А что вы хотите от меня узнать?» He called it a fireside chat. И этот формат он назвал разговором у камелька, беседой у камелька. And I've been doing that same thing ever since. И уже на протяжении очень многих лет я именно таким образом и провожу свои презентации, свои беседы. So even though here it's 9 o'clock in the morning, и хотя здесь у нас всего лишь 9 утра, this is a fireside chat. Для нас это будет вот именно беседу у камина, беседу у камелька. And we have an actual chat box that you can enter in any question you have. И у нас даже есть вот здесь специальное отведенное для нашей беседы место в чате. And so my first question for you, any of you, is, how can I help you? И мой самый первый вопрос для всех вас, кто пришел сюда поучаствовать, каким образом могу я вам помочь? Now you get to run the whole webinar. Теперь ответственность на том, как пойдет этот наш вебинар, лежит на вас. Я на всякий случай смотрю, если с нами Надя. Надя, похоже, с нами. Это хорошо. Так, если у кого-то какие-то вопросы, вот я вижу, уже кто-то пишет, не стесняйтесь, это ваш час, вы его выиграли. Используйте его на полную катушку. You can see from the picture on the screen, this was when I was in Iran. Вот если вы сейчас обратите внимание на фотографию, которая у нас здесь вывешена. And I just sat on the edge of the stage and asked the audience, how can I help you? Эта фотография была сделана, когда я выступал в Иране. И вот я сидел на краешке сцены и спрашивал у людей, чем я могу им помочь. Ха-ха-ха. Ирина, не очень понятен вопрос, какую помощь вы можете попросить у Джона? Все очень интересно, здорово. Окей, у нас есть первый вопрос от Натальи. John, can you tell us why network marketing is a serious business? Because it's so hard. Наталья, в ответ на ваш вопрос, Джон, расскажите о том, почему сетевой маркетинг серьезный бизнес.
А Джон, хоть и со смехом, отвечает, потому что это очень трудный бизнес. Do you really mean serious, or is there something else you're asking? А вы действительно имеете в виду серьезный или что-то еще глубже кроется под тем, что вы спрашиваете, Наталья? I mean, when I think of serious, I think of the opposite of superficial, of light, Когда, even funny. когда я думаю, so she's explaining, Okay. people are not taking it seriously, they're taking it lightheartedly and not with serious approach, and they express they do not trust the perspectives of this business, what this business can bring them. A lot of people are afraid to be invited into network marketing. I think that's their... Okay, that's a whole lot of concerns. So let me go back to the light-hearted, not taking it seriously. Let me talk about that for a minute. Давайте, здесь уже вот несколько комментариев появилось, давайте вернусь к изначальному Натальиному вопросу о том, почему люди легкомысленно относятся к MLM. Почему это серьезный бизнес? One of the most important elements for all of you listening and for all of the people you talk to Один из наиболее важных элементов для всех, кто сейчас нас слушает, и для всех, с кем вы будете об этом бизнесе говорить. And when we do our coaching program, it's one thing we really focus on because it's so important. И когда мы проводим наши коучинговые программы, мы очень наше внимание вот на этом как раз элементе фокусируем, поскольку он является одним из самых значительных. And that's the idea of perspective. И это элемент, это идея вашей установки, вашей точки зрения. Your perspective is so important because all of your thoughts and your feelings and your actions come from your perspective. Поскольку очень большое количество, большинство ваших чувств, эмоций, ваших действий, они именно исходят из того, какая у вас имеется на тот или иной взгляд, точка зрения. You've met people, you've talked to people whose perspective about network marketing is it's a pyramid scheme. Вы наверняка встречались с людьми, чья точка зрения в отношении сетевого маркетинга звучит так: да это же просто пирамида. And those people simply cannot hear the positive things you have to say about this business. И люди с такой точкой зрения просто не могут услышать все то позитивное, чем вы можете с ними поделиться в отношении сетевого маркетинга. Their perspective will not allow for network marketing to be legitimate, to be exciting, to be a real business. Для таких людей с такой установкой, с такой точкой зрения просто невозможно увидеть то, чем сетевой маркетинг является для вас, что это интересный бизнес, что это настоящий бизнес, что это бизнес, который способен действительно принести положительные финансовые результаты. Let me ask you, for those of you here, if this is true for you, type in a 9 in the chat. Хочу задать вопрос вам. И если это является правдой для вас, напечатайте в чате 9. You are absolutely afraid of speaking in front of a group of 5,000 people. Вы
вы просто очень сильно боялись выступать перед группой в размере 9000 человек. Выйти на сцену и перед этой группой огромной в 9000 выступить. So if that's true for you, type in a 9, please. Если это является правдой для вас, 9, тогда в чате напечатайте, пожалуйста. You don't want anything to do with standing on stage in front of 5,000 people. Вы ничего не хотите иметь общего с тем, чтобы стоять на сцене и перед многотысячной толпой держать речь. Вот. Okay, so a good amount of 9s. That is your perspective. У нас тут вот много 9 выскочило. Задумайтесь об этом, что это ваша установка, это ваша точка зрения. So in order for you people who typed in 9s to stand in front of a group of 5,000 people on stage, you have to shift your perspective. То есть для тех, кто напечатал 9, для того, чтобы выйти и успешно выступить перед многотысячной аудиторией, вам необходимо поменять свою перспективу, свою установку, свою точку зрения в этом отношении. Your perspective is what you are most focused on, and what you focus on, what you think about the most. И ваша точка зрения является важной частью для вас, и то, на чем вы фокусируете свое внимание. Will become the center of your life. И то, на чем вы фокусируете свое внимание, станет центром жизни для вас, центральной отправной точкой вашей жизни. One of the things that I've said for years, and the longer I live, the more important it becomes. Одна вещь, которую я часто подчеркивал, и чем дольше я живу, тем сильнее я убеждаюсь, насколько это правда. Is that human beings always and in all ways do what's most important to them. Мы, люди, человеческие существа, во всех отношениях, во всем и всегда делаем то, что для нас наиболее важно. Now, I can promise you that my wife would love to still be in bed. Поваляться в постели. She loves to do what we call sleep in. Она любит, что называется, проспать. But she's here now on this webinar with you, with me. Но, тем не менее, она сейчас здесь с вами и со мной на этом вебинаре. Because this is more important. This is most important. Потому что это наиболее важным является для нее сейчас. Это важно. You probably have people on your team who watch television instead of doing network marketing, because watching television is what's most important. Наверняка в вашей команде, в ваших организациях есть люди, которые вместо того, чтобы идти и строить свой сетевой бизнес, сидят у телевизора целыми днями. Потому что смотреть телевизор для них важнее, чем строить их сетевой бизнес. And what's most important to anybody at any moment in time comes from their perspective. И
то, что является важным для каждого из нас в определенный какой-то момент, рождается из нашей перспективы, из нашей точки зрения. Now, in order to have the perspective that network marketing is a serious business proposition, Если мы будем относиться к тому, что сетевой маркетинг является серьезным деловым предложением, that perspective is built on evidence that you have or evidence that you can present to people. эта точка зрения рождается из вашего опыта, это рождается из того знания, которое вы имеете в отношении этого бизнеса. And although you will encounter some people who want facts and figures and details, И хотя вам наверняка встретятся люди, которые захотят узнать всю статистику, всю подноготную, дополнительную информацию об этом, for most people, the evidence that is persuasive for them is emotional. для большинства людей подтверждение серьезности этого бизнеса будет выстраиваться на эмоциональном уровне. So, even more important than the facts and figures about network marketing is a serious business opportunity. И поэтому наиболее важный момент в том, чтобы убедить людей, что сетевой маркетинг является серьезным бизнесом, это не столько цифры, статистика и различные научные выкладки в этом отношении. Is your enthusiasm for this business. Это скорее ваш энтузиазм в отношении этого бизнеса. More people will be attracted to this business because you're excited. Большее количество людей будет привлечено в этот бизнес именно за счет вашего энтузиазма, за счет того, что вы необыкновенно воодушевлены, когда рассказываете о нем. There are books that you can share, articles, videos. Существуют многочисленные книги, статьи, видеоматериалы, которыми вы можете делиться с потенциальными дистрибьюторами. But more than anything, the most influential and persuasive argument in favor of getting involved in network marketing comes from people. Но самые убедительные аргументы для того, чтобы привлечь людей в сетевой маркетинг, они как раз исходят вот из этого энтузиазма, внутреннего горения людей, занимающихся сетевым маркетингом. It comes from you sharing your experience. И это все приходит из того, каким образом вы делитесь своим опытом, своими переживаниями в этом бизнесе с другими. Now, that's great for people who have been in the business 4 or 5 years and have good success. Это все замечательно для тех людей, которые уже в сетевом бизнесе 4-5 лет и достигли какого-то успеха, какого-то результата. And for those of you who are newer at this business and have not had a great deal of success yet, А для тех из вас, кто в этом бизнесе еще новички и существенного успеха не добились еще, you need to talk about those people in your company, in your group, your upline leaders who are successful. Вам надо беседовать с теми людьми в вашем аплайне, с вашими спонсорами, которые добились успеха. But even more important is your ability to connect your prospect with the dreams and possibilities of network marketing.
Но что наиболее важно, это вам наладить вот эту вот связь между человеком, которого вы хотите привлечь в свой бизнес, и вот тем, что привлекает вас самих в этот бизнес, то, что помогает вам гореть энтузиазмом в его отношении. For most people in network marketing, they do not have the professional education or experience in business, in marketing. А для большинства людей, которые вовлечены в сетевой маркетинг, является правдой то, что они не имеют никакого образования ни в бизнесе, ни в маркетинге. Our business attracts more amateurs to start a business, to begin a business, than it does professional business people. Наша индустрия привлекает больше любителей, так скажем, людей, которые профессионально к построению бизнеса отношений не имеют. We are working on a book which will be out early next year. Мы сейчас работаем над книгой, которая будет выпущена в начале следующего года. The greatest networkers in the world. Величайшие сетевики в мире. And Katyusha and I have been interviewing a number of extraordinary Russian leaders. И Катюша и я интервьюировали достаточное количество совершенно потрясающих лидеров, в том числе и российских. And by and large, most of them were not business people when they came into network marketing. И по большому счету никто из них не был большими бизнесменами на тот момент, когда они пришли в сетевой маркетинг. They learned to be professional marketers by doing this business. Они научились тому, как быть профессиональными маркетологами за счет того, что они работали в этом бизнесе и практиковались таким образом. One of the things I encourage people, especially in the beginning, is to market to themselves. Один совет, который даю я фактически всем, кто приходит в этот бизнес, особенно тем, кто только начинает свой путь в нем, это продавайте самим себе. You have experience of what your products will do, their benefits, their advantages. Вы уже испытали на себе все преимущества вашей продукции. You have thoughts and feelings of anticipation and excitement about the possibilities of a successful network marketing business. У вас уже есть определенные ощущения и ожидания того, что принесет вам успешное построение бизнеса сетевого. Those are the things for you to share with your prospects. Can you say it again? I got distracted by reading the question. Okay. The last part, share with your prospects, something or other. When I say market to yourself, what I mean is look and see for you what excites you about the products and the opportunity. И когда я говорю продавайте для себя, продавайте самим себе, смотрите, что вам доставляет наибольшее удовольствие, приносит наибольшие результаты, что восхищает вас больше всего в вашей продукции. И с этим энтузиазмом идите в мир, предлагайте это людям, ищите таких же, как вы. Then your job becomes going out into the world and finding people who are just like you. И в этом как раз и будет заключаться тогда ваша задача. Идти в мир и искать таких же, как вы, кому понравится то же, что нравится вам в этой продукции. And if you think for a minute, how many people who live within
100 miles of you want the same benefits you wanted and you get from your products. И тогда вы задумаетесь, а сколько людей в радиусе 100 километров от вас живут, которым бы помогло то или иное предлагаемое вашей компанией средство, сколько бы людей получили пользу и хорошие результаты от использования продукции, которую вы используете и можете им предложить. How many people can you connect with within 100 miles of where you live or over the internet? Со сколькими людьми вы можете связаться, или, опять же, в радиусе этих 100 миль, или по интернету, who want to earn the extra income that you wanted to earn in network marketing? которые тоже хотят заработать дополнительный доход, так же, как вы этого хотите. Who want to build their own business for the same reasons you wanted to build a business. Которые бы тоже хотели построить свой бизнес по тем же самым причинам, по которым вы хотите его построить. And I think if you're honest and accurate about that, that number is in the thousands. Я думаю, что если вы себе честно на эти вопросы ответите, то наверняка вот эта цифра достигнет нескольких тысяч. So your job becomes connecting with those people who want what you wanted from the products and who would appreciate and enjoy and be excited about the possibilities you see for your business. И тогда ваша задача будет только выискивать людей, которые также были заинтересованы во всех преимуществах, которые приносят вам и всем, кто использует эту продукцию. И также искать тех, кого бы заинтересовала, вдохновила, воодушевила бы идея построения своего бизнеса с дополнительным доходом и с успехом. So your main job as in building your business is to go out and find people just like you. И тогда ваша вся работа заключается в том, чтобы искать людей, подобных вам самим. And you can do that in person, you can do that on Facebook, you can do that in a number of different ways, but it's all speaking with people, speaking with people, speaking with people. Вы можете это осуществлять несколькими путями. Вы можете проводить беседы с людьми лицом к лицу. Вы можете использовать для этого Facebook, другие соцсети. Это может происходить на различных технических платформах, но то, что вы должны делать, это постоянно говорить и говорить и говорить с людьми. And that's the single most important, we call them deep skill for you to learn, is communication. И один из самых важных, то, что мы называем глубинных навыков, который вам необходим для этого, это коммуникация. Speaking and listening. Это то, как вы говорите и как вы слушаете. And you will learn as you grow in this business that you will listen more people into your business than you will ever talk into it. И вы поймете со временем, что вы выслушаете в свой бизнес гораздо большее количество людей, чем вы бы уговорили прийти в ваш бизнес. So the facts and figures, the experience of hundreds of thousands of people who have come before you, и еще раз, вся эта статистика, все эти цифры, весь тот успех людей, которого пришедшие перед вами достигли, those are all out there. They are in books, they are on CDs, DVDs, they're on the internet. все это доступно и в интернете, и на CD, и на DVD, и в книгах, и в журналах.
there live and in person with your leaders in your company. И этого также можно и вживую прочувствовать, встречаясь с лидерами вашей компании. But really that evidence of the seriousness of network marketing is secondary to how you connect with other people and connect them with the possibilities. Но все эти подтверждения серьезности сетевого маркетинга не так важны, как важно то, каким образом вы сами относитесь к этому бизнесу и какую энергетику вы передаете, когда вы разговариваете с людьми, которых вы привлекаете в сетевой бизнес. More than they wanted to know. Yeah, okay. У нас здесь парочка вопросов возникла. Давайте посмотрим, что здесь. Елена is asking, I understand that network marketing is a serious business, but what to do if the business is stagnant and I lost my inner fire? Where to find strength to start working again? Только что перевела вопрос Елены. Я понимаю, что сетевой маркетинг – это серьезный бизнес, но как быть, если бизнес стал и нет какого-то внутреннего огня? Где взять сил на то, чтобы снова начать работать? While you were thinking, I'll just clarify something for Наталья. Наталья написала интересный термин «выслушать людей». Поясните его, пожалуйста. Имеется в виду, что если вы будете слушать и выслушивать людей, а не уговаривать их прийти в свой бизнес, когда человек будет выслушан вами, он будет более расположен к тому, чтобы наладить с вами связь и вступить в ваш бизнес, если бы вы его уговаривали и втюхивали ему продукцию. Вот что имеется в виду. Надеюсь, что это было понятней. Если нет, то дайте знать. Возвращаемся к вопросу Елены. Каким образом зажечь внутренний огонь? So how to get that fire, inner fire burning And again. what is the person's name? Елена. Yelena? Yes. Yelena, is there anything in your life that you love? Елена, что есть такого в вашей жизни, что вы по-настоящему любите? Tell me what that is. One thing, maybe two. Ответьте нам, напишите одну вещь, может быть, даже парочку. I don't care about it all. Tell you the truth. Ага. Хорошо, вот Наталье понятно было объяснение. Ну, здорово. Так, посмотрим. Елена. Что вы любите? Пару вещей, самых любимых в вашей жизни. So we're asking about things to do. I asked what I asked. Is there anything in your life that you love? Okay. Елена думает, наверное, серьезно. Something that you do, cooking, eating, skiing, riding a motorcycle, shopping, anything. Елена, что-нибудь, что вы любите делать? Ходить по магазинам, готовить, кататься на лыжах, кататься на мотоцикле. Что-нибудь. Елена пропала. She disappeared on us. I don't know. Maybe we should do another question. Let's give it a moment. Ну, еще секундочку подождем ответ от Елены. Если уже тогда не дождемся. So one key to being re-engaged and getting the fire is to show up. Ага, так, пишет. Вижу. She's writing. Good. Так.
Наталья, а вы с Еленой сестры? У нее зависло? Ага. Понятно. The computer was stalling. So besides your computer, what is one thing? She's doing it from the phone, and Oh. it's kind of cycling. Понятно, Елена. С телефона, ну да. Технические накладки. Так. Ну, сейчас посмотрим. Вот, похоже, все пошло наконец-то. Мне тут кричат. А, так Наталья ваша мама, Елена? Oh, I think Natalia and Елена are relatives, and Natalia is Elena's mother. So ask Natalia what is one thing Elena loves. Ну вот Джон говорит, если у Елены проблемы с техникой, там, может быть, Наталья может ответить за Елену, что ее любимым занятием является. Ага. So Елена loves to sing, snowboarding. Oh, a bunch. Yeah. Okay, so sing, snowboarding, anything else? Yes. So she wrote like I think being on stage and делать make. Не совсем понятно, что имеется под этим в виду. But I think singing and snowboarding is a good start. Okay, and she said being on stage, like being a star? Вы имеете в виду, что вам нравится выступать, это как быть на сцене, быть звездой? Oh, she's a makeup artist. She likes doing that. Okay, so Yelena, look at any of those things or all of those things. Елена, вот взгляните на те вещи, что вы перечислили, на некоторые из них или даже на все. And ask yourself, what do you like best about singing and snowboarding and being a makeup artist? What do you like best about those things? Спросите себя, вот что больше всего вас зажигает, что вам больше всего нравится вот во всех этих вещах, что вы перечислили. В пении, и в сноубординге, и в замечательном макияже, что вы делаете. And with each of those things that you say you like best about snowboarding or singing, и во всех тех вещах, которые для себя вы ответите, что вам больше всего в этом всем нравится, или в пении, или в занятиях сноубордом, или в выступлениях со сцены на вебинарах. Ask a second question. Сразу же задайте себе следующий вопрос. Which is, what makes that what you like best? Что делает вот это конкретное, что мне нравится в том или ином занятии, so special for you, or something you appreciate so much? Таким важным, таким замечательным, тем, что вы цените больше всего. So Елена just asked what she liked about it. It's the acknowledgement and the reaction of people. Замечательный ответ. Так, реакция людей, признание. Great. И вот второй вопрос. А что делает реакцию людей и признание, которое вы получаете, таким важным для вас? Tell me when it's my turn. Okay, hold on. Евгений написал, как же хочется познакомиться с такой волшебной Еленой. Ну, мне тоже очень хочется. Прямо даже обидно, что мы так далеко. I think you can do that. So, one thing, singing, performing, being on stage, what you love about that is the acknowledgement and the appreciation, the applause. Is that correct? Итак, вот во всем в этом, в пении, в работе визажиста, в выступлении на вебинарах, вы написали, что нравится реакция людей, признание, аплодисменты, правильно?
And I think she probably is already answering to the follow-up question. What makes it that so important? So if that's correct, my next question for you, please, is what makes that acknowledgement, appreciation, applause, what makes that special for you? И если это правильно, тогда что делает, опять же, вот этот второй вопрос, что делает эту реакцию людей, эти аплодисменты таким важным для вас, таким ценным для вас? She wrote, I like to be useful, if I understand the question correctly. I love when people are telling me, you are great, you are the best in this. Great. So, there's a lot going on here. Вот Елена написала, мне нравится быть полезной, если я правильно понимаю вопрос. Мне нравится, когда говорят, ты молодец, ты в этом лучше. И здесь очень много всего заключено. So, Elena, I don't mean to embarrass you, but I'm going to say this straight out. Я не хочу, Елена, вас конфузить каким-то образом, но я хочу сказать это как есть. And just tell me yes or no if I'm correct. И просто ответьте мне да или нет, прав я или нет. You really love to be acknowledged and appreciated. Вам нравится, когда вы получаете признание, и когда вас ценят. That makes you feel valuable and significant as a human being. Is that true? И вы начинаете ощущать себя более ценным человеком, более важным и особенным. Это правда? That's a da or a niet. Да, и это просто ответ положительный или отрицательный на этот вопрос. Просто напишите, да или нет. Правильно ли мы понимаем? Okay, while Yelena is thinking about that or writing, these two questions. Number one, that's a da. Да, правда. Good. These two questions are tremendously important and incredibly useful when you are speaking to prospects or team members about network marketing. Вот эти два вопроса очень важны, когда вы разговариваете с членами своей команды или с потенциальными дистрибьюторами, людьми, которых вы хотите привлечь в свой бизнес. They're what in our coaching work we call what's right questions. И то, что мы в нашем коучинге называем правильными вопросами. And they are powerfully different from most of the questions that the world operates on, which is what's wrong. И наши вопросы очень сильно отличаются от тех вопросов, на которых на сегодняшний день стоит мир. Это что не так, что плохо. Question number one, what do you like best? Первый вопрос. Что вам нравится больше всего? Or what interests you most, or what fascinates you? That's a what is right question. Что является для вас самым интересным? Что для вас самое занимательное, информативное в этом? Это то, что мы называем первый правильный вопрос. And it's what we call a head question. И это то, что мы называем вопросом для вашей головы, вопросом для ума. The answer to that question comes from your rational, analytical mind, your left brain. Ответ на этот вопрос будет формироваться в левом полушарии вашего мозга, в вашем рационально-аналитическом мышлении. Then when you ask what makes that
so important or special or something you appreciate, И после того, как вы получили ответ на этот первый вопрос, вы вдогонку задаете второй вопрос, что делает это таким важным, полезным, информативным для вас? that's an imaginative, intuitive question. That's a heart question. Это вопрос для сердца. Он затрагивает вашу интуицию, ваше воображение. You may also think of the difference as the conscious mind, the subconscious mind. Если это более понятно, то первый вопрос это относится к сознанию, и второй вопрос нацелен на подсознание. When you ask that second question, you tap into the energy of your heart, and it's much stronger. That feeling is much stronger than the rational analytical energy. И задавая второй вопрос, вы напрямую налаживаете связь с сердцем, и эта связь более сильная, более глубокая, чем просто то, что возникает, когда вы получаете ответ на первый вопрос, использующий ваши рационально-аналитические способности. So when you are speaking with a prospect, a great question after you've shown them certain things, Поэтому, когда вы разговариваете с человеком, которого вы хотите привлечь в бизнес, и вы, допустим, показали им какие-то материалы этим людям, is what interests you most or what excites you most about what I just told you. Хорошим вопросом было бы, что из того, что я тебе рассказала, что из того, что я тебе показала, было для тебя наиболее интересным, наиболее интригующим? And when they answer that, you follow up with what makes that so important. И после того, как вы получили ответ на этот вопрос, вы сразу задаете вопрос номер 2, что делает вот это конкретное, что вы ответили на первый вопрос, таким интересным, важным, полезным, занимательным, интригующим. What's special about that for you? Что является в этом такого особенного, каким особенным свойством обладает это вот именно для тебя? When the person answers those two questions, Когда люди отвечают на эти два вопроса, the second question is always about their values. а второй вопрос будет всегда тем вопросом, который будет вскрывать их жизненные ценности. And our values are those things that are most important to us in life. И наши жизненные ценности – это то, что для нас наиболее важно в наших жизнях. Values like family and freedom and, in Yelena's case, acknowledgement and appreciation. И ценности могут быть такими, как семья, свобода. И вот, например, в случае с Еленой это признание. So, when you are speaking with a prospect and you can connect him or her with how this business will bring out the experience and expression of their values, Поэтому, когда вы заводите беседу с человеком, которого вы хотите попробовать привлечь в свой бизнес, если вы ведете эту беседу таким образом, что во время ее проведения вы узнаете о ценностях человека, making that connection for people is what really brings them into this business. вот создание такой мощной, сильной связи посредством использования этих двух вопросов, это как раз и будет тем инструментом, который поможет вам привлечь гораздо большее количество людей в свой бизнес. So, going back to Yelena's original question of how do I rekindle the spirit, the flame, the excitement.
И если мы вернемся к изначальному вопросу, который поставила перед нами Елена, каким образом опять разжечь этот энтузиазм, огонь в себе по отношению к бизнесу? Take a look at your network marketing business, your products, your company, your leaders. Взгляните на свой сетевой бизнес, взгляните на свою компанию, на продукцию, на лидеров вашей компании. All of the things there are to do in network marketing, in your network marketing business. Все те вещи, которые необходимо сделать в вашем сетевом бизнесе, в вашем сетевом бизнесе. Including things you don't do now, but that can be in your future. Включая те вещи, которыми вы сейчас не занимаетесь, но которые могут иметь место быть в вашем будущем. And identify 3 or 4 things that you really like best about this business. И найдите 2-3 вещи, которые вы наиболее цените, которые вам нравятся в этом бизнесе, в том, что вы делаете его. Whether they are real for you today or they are possibilities of what might happen tomorrow. Неважно, являются ли они уже осуществленными, существующими в вашей жизни сейчас, или это еще то, что может произойти при достижении вами дальнейшего успеха в этом бизнесе. And once you've identified those 3 or 4 things, now ask about each one, what makes that so special? What makes that exciting? И когда вы идентифицируете вот эти 3-4 вещи, которые вас наиболее привлекают, которые вам больше всего нравятся в сетевом бизнесе, задайте себе вопрос, почему, что делает вот эти 4 вещи, одну за одной, да, такими важными, вдохновляющими и ценными для меня. And Yelena, when you do that, you will physically feel the energy grow. И, Елена, когда вы будете отвечать на вот этот второй вопрос, выискивая, что делает вот эти привлекательные для вас вещи в сетевом маркетинге такими привлекательными, вы почувствуете, как начнет нарастать ваша энергия, как уровень вашей энергии будет подниматься. And that growing energy is an indication that you're close to your heart's desire. И это нарастание вот этой энергии поможет вам понять, что вы находитесь ближе, в более близкой связке с тому, чего хочется вашему сердцу. So one example for you, Yelena, might be a vision. Один из примеров для вас, Елена, может быть видение of you standing on stage in front of thousands of people, того, что вы стоите на сцене перед огромным количеством людей at your company's annual event, на вашей годовой встрече, вашей компании, and you deliver a message about how to create success, how you created success. И во время вашего выступления вы рассказываете людям о том, как вы достигли успеха, как достичь успеха в этом бизнесе и как конкретно вы достигли того успеха, который вы имеете. И это имеется в виду видение, да, видение будущего. And the audience jumps to its feet and gives you a standing ovation. И все люди, присутствующие в аудитории, вскакивают на ноги и аплодируют вам. Because they're inspired by you and what you said. Потому что они вдохновлены тем, что услышали от вас и вами самими. And they're thinking, if she can do this, I can do this. И они думают в этот момент, если у нее это получилось, то у меня тоже получится. And I know, Yelena, that if you had that experience, that would be over the top for you. И я знаю, Елена, что если бы это стало правдой, если бы вот такое случилось, то это было бы просто здорово для вас.
you would be triumphant. Вы бы просто почувствовали себя триумфатором. Yes or no? Да или нет? Ирина, поняли, да, второй вопрос? Что делает это таким важным? Что делает это таким интересным? Что делает это таким особенным для вас? Второй вопрос. Так, Елена, правда или нет? Ага, да, yay. She says, I imagine that a lot. Great. That's how you rekindle that flame, that fire, that excitement. Just do that. What I just did and what you say you've been doing. So you already know how to do this. Замечательно. Вот это как раз то, что и надо делать для того, чтобы разжечь заново этот огонь, этот энтузиазм в отношении бизнеса. И очень здорово, что это вы делаете и продолжаете это делать. Keep focused on those two questions. What do you like best and what makes that so special? Уделяйте больше внимания вот этим двум вопросам. Что в этом самого лучшего? И что делает это таким замечательным, самым лучшим? And then go hang out with those men and women in your company, your leaders, your partners who think and feel the same way. И потом общайтесь и проводите больше времени с такими же людьми, с лидерами вашей компании, которые мыслят таким же образом, как вы, с единомышленниками. Leave the negative people, the naysayers behind and go hang out with those people. Оставляйте за кормой всех, кто негативно реагирует на то, что вы имеете сказать, на тех людей, которые не поддерживают вас. И отправляйтесь и проводите больше времени в компании людей позитивных, которые мыслят с вами на одной волне. So, was that useful for you, Yelena, and other people? Елена и все остальные, было ли это полезным для вас? Ага, да, очень, yes, very much. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Замечательно. Yes, замечательно. Просто написала. Угу. Так, кто там у нас написал что-то? Быстренько так все перескакивает. Просто писал, буду повторять. Угу. Елена said that she wrote down the questions and she is going to ask them when she feels discouraged. Good. Очень хорошо. Замечательно. Those questions, those right questions, are an important part of our coaching work because эти вопросы, которые мы называем правильными вопросами, являются очень важной частью наших коучинговых сессий, потому что they are a fundamental shift in perspective. Они помогают фундаментально изменять точку зрения. When you move from a focus on problems, what's wrong, what's missing, Если вы смещаете свой фокус с того, что неправильно, с проблем, со всего того, что недостает и не хватает в том или ином, to a focus on what's right, what's special, what makes that right, what makes that so exciting. Смещайте фокус с негативного на позитивное, на то, что работает, на то, что замечательного имеется в том или ином занятии, бизнесе, вещи. It's a profound shift of perspective. Это просто необыкновенное изменение точки зрения. And you will find that the majority of the people you speak to when you prospect
have a what's wrong perspective, a problem orientation. Вы обнаружите, что гораздо большего вы сможете достичь и успеха, и продуктивности, если вы сместите вот этот вот фокус с негативного на позитивное. And when you can help them shift that perspective to the what's right about network marketing, И если вы поможете людям, с которыми вы разговариваете о сетевом маркетинге, сместить их точки зрения с негативного на позитивные, and their possibilities as network marketers, и поможете им посмотреть на то, какими перспективами они будут обладать, если станут частью сетевого бизнеса, you will start bringing more and more of those people into your business as customers and as partners. больше и больше людей будут вступать в вашу команду, в ряды вашей команды, в ваш бизнес в качестве дистрибьюторов или в качестве покупателей, клиентов. Natalia wrote a question, and we should be done very soon. Well, if they want to spend more time and you're willing, I will. Yeah, but So we you just- have a call with Natalia. Так, ну вот час наш, конечно, истек, но мы еще немножечко, у нас через несколько минут другой звонок, но мы согласны с вами здесь еще чуть-чуть посидеть. Вот Наталья написала большими буквами: подскажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать сетевик, чтобы стать успешным и результативным. Natalia's question: please tell us what qualities the networker should have to become successful and get better results. Well, there are a number of what I call deep skills Существует целый ряд того, что я называю глубинными навыками. and again, this is something we focus on in our coaching of people because it's so important. И опять же, это то, на чем мы фокусируем внимание, когда мы проводим наши коучинговые сессии, потому что это действительно очень-очень важно. And this is Natalia. Здесь Наталья. So, Natalia, ask yourself these questions I'm going to ask. Наталья, я хочу, чтобы вы задали себе вопросы, которые сейчас я упомяну. Would you be more successful in network marketing if you increased your communication skills? Достигли бы вы большего успеха и результативности в вашем сетевом бизнесе, если ваш навык коммуникации усовершенствовался, улучшился? Would you be more successful in your business if you were more consistent? Достигли ли бы вы большего успеха в сетевом маркетинге, если бы вы были более последовательны? If you were better able to make and keep commitments? Если бы вы лучше и чаще брали на себя обязательства и выполняли их? If you were more confident? Если бы вы были более уверенными в себе? So these are some of what I call the deep skills. Это только некоторые из вот этих глубинных навыков. Now, they probably seem to you like really hard work to develop all of those. Наверное, может показаться вам всем, что развитие вот этих вот навыков – это очень-очень трудная работа. And that's true. И это правда. They take time and they take effort. На это уходит и время, и временные затраты, и энергетические затраты. But a real
shift in perspective that I highly recommend Но настоящее смещение установок и точек зрения, и это то, что я рекомендую, is that you have as your number one goal in network marketing, your number one goal если основной целью в сетевом маркетинге вы выберете для себя is to learn how to be a successful network marketer. Поставить перед собой цель обучиться тому, как стать самым лучшим, самым успешным в сетевом маркетинге. Put your focus on learning. Сфокусируйте свое внимание на обучении. When your goal is to learn, Когда ваша цель заключается в том, чтобы учиться, every single day you're a winner. каждый божий день вы являетесь победителем, вы выходите, остаетесь в выигрыше. Even if you do something wrong, even if you make a mistake, that's a win because you're learning. Даже если вы что-то делаете не так, даже если вы делаете ошибку, все равно день не пропал зря, потому что вы учитесь. And if you acknowledge all these things that you're learning, И если вы признаетесь себе в том, что все, что бы вы ни делали, это часть вашего процесса обучения, in less time than you imagine, you will develop tremendous inertia for success. то в очень короткий срок у вас выработается своего рода инерция на пути к успеху. Because you will be piling on win after win after win with everything you learn. Потому что выигрыш за выигрышем будет у вас накапливаться, поскольку вы постоянно будете чему-то учиться. So just commit yourself to learning how to do this business. Просто поставьте перед собой задачу учиться всему, как делать этот бизнес, как достигать успеха в этом бизнесе. Everything you do then becomes an opportunity for success. Тогда все, что бы вы ни делали, станет для вас возможностью на пути к успеху, еще одной ступенью на пути к успеху. Because you're always learning. Потому что вы всегда учитесь, находитесь в процессе обучения. We need to go. I think we should. Well, you do that. I don't know. Ну, Наталья, надеюсь, что это было полезно. У нас, к сожалению, очень мало времени. Времени всегда не хватает, чтобы ответить на все вопросы. Ну, прежде чем мы попрощаемся с вами, очень бы хотелось, если бы вы вкратце написали вот буквально по одному предложению, что вы для себя вынесли из вот этого краткого нашего занятия, и что делает этот ваш комментарий таким важным и особенным, и нужным, и полезным для вас. Пожалуйста, Наталья, so a lot of people are saying thank you. Буквально одну фразу. Последняя часть, здорово. So I asked them what they liked the most and what was the most important thing about that, and the learning part, what you spoke about at the end. The lady said, I have a faith in myself again, and thank you very much. Skills of positivity and confidence. So you can wrap this up however you want. Yeah, okay. It's about Замечательно. Замечательно, друзья мои. Ну, я очень рада, что мы оказались вам полезными. Пожалуйста, Елена. Важно слушать людей. Да, замечательно. Замечательно. Спасибо вам огромное, что вы пришли на нашу встречу. Еще раз поздравления всей команде за выигрыш. И здорово.
Здорово. Ну вот используйте все то, чему вы здесь научились. И мы желаем вам всем огромного успеха, как в жизни, так и в сетевом маркетинге. У вас замечательная дружная команда, что вы все так вот вместе пришли и поучаствовали, и активно участвовали. Поздравляем вас всех с тем, что вы есть друг у друга, и желаем вам успеха, и с наступающим вас Новым годом. You can just say your goodbyes. Thank you very much for being here. I'd love to do it again with you.